Здравствуйте, уважаемые коллеги! Вас приветствует Мир моделей. Меня зовут Павел. Совсем недавно мы с вами рассмотрели новую линейку красок от компании Tamiya Lacquer Paint, так называемый под индексом LP. И была просьба от наших коллег, те, кто писали нам непосредственно в комментарии к этому ролику, именно рассказать отдельно про лаки. Вот мы сегодня рассмотрим два лака. Это LP номер 9, это глянцевый прозрачный лак, и LP 23, этот лак матовый. Мы в прошлый раз накрашивали вот сюда именно краски, два металлика. Для чего нужен лак, я еще раз вкратце объясню. Покрывает уже покрашенную поверхность глянцевым лаком. Потом на этот же глянцевый лак переводит декали. Декали, естественно, обрабатывают специальными жидкостями, чтобы они стали более мягкими, чтобы они повторили все изгибы, неровности, присущие, допустим, крылу, изгибы. Ну и самым, конечно, верхом является, когда они повторяют полностью все заклепки, лючки, расшивку и так далее. Потом еще раз покрывается все это глянцевым лаком, дается все это выстояться, высохнуть, после чего проводится выделение расшивки. Передача уже такая была не одна, мы уже показывали не раз. После этого излишки, так сказать, выделителя расшивки удаляются, модель немножко протирается, и после этого уже все это покрывается уже матовым лаком. Так сказать, окончательная подготовка модели. Уже после этого она уже, грубо говоря, ставится на полку. Вот как раз краска LP29 Olive Drab 2 покрашен вот этот вот МиГ-31 некомплектный от компании Звезда. Вот так вот легла замечательная красочка. И для того, чтобы было лучше видно именно лак матовый, глянцевый, мы надули вот таким вот черным цветом, потому что именно лак очень хорошо покажет, где что как-нибудь лежит. Вот так вот мы вкратце наметили, грубо говоря, план урока. Сейчас будем воплощать его в жизнь. Так, начнем мы с LP9. Это у нас глянцевый лак, то есть абсолютно прозрачный. Я уже в прошлой передаче говорил, что абсолютно не нужно здесь поднимать пигмент. Как говорил уже, что полностью готовы они в своей, так сказать, к работе. Мы сейчас этим займемся. Я чуть-чуть только слегка взболтал. Сразу я попробую, залью его. Глянцевый лак. Так. Таким образом. Единственное, что предупреждаю всех, что в отличие от тех же лаков от Ганзы, понятно, что здесь, конечно, расход намного больше, потому что продукт уже, грубо говоря, разбавленный и готовый к работе. Поэтому расход здесь, конечно, будет гораздо больше. Таким образом мы таким образом. Видите, что поверхность блестит так, как и должна. Здесь сейчас мы еще заодно, давайте-ка мы, пускай здесь пока насохнет, так мы это крыло покрасим. Конечно, лучше делать по длинному, но
таким вот образом, видите, появляется характерный блеск. Вот. Конечно, лак должен какое-то время выстояться. Ну, как мы уже говорили, что это акриловые лаки, они довольно-таки быстро должны вставать. Ну, конечно же, вопрос сразу же будет, как они реагируют на смывки. Ну, здесь я вам скажу, что мы, как в одном известном фильме, сделаем фотомонтаж. Всем хорошо известно вот это вот крыло от P8, которое мы покрывали в прошлый раз. Я его вчера, именно вчера, сейчас вот пока вот это вот мы в конце передачи еще, конечно же, попробуем. Вот, я вот эту часть всю покрыл как раз вот этим вот лаком. Вот мы сейчас попробуем сделать выделение расшивки. В прошлый раз мы выясняли, что акрилом они смываются. Вот это вот на, понятно, всем хорошо известная смывка, она на бензин, white spirit. Вот она великолепно растекается. Ну, мы сейчас, конечно же, в качестве эксперимента попробуем обязательно и на свежепокрашенный. Мы посмотрим. Правда, конечно, 10 минут это очень-очень мало. Но, тем не менее, в качестве эксперимента мы попробуем сделать и так. Вот. Ну, вот результаты небольшие. Вот так сказать. То есть по вот глянцевому вот этому лаку замечательно растекается вот такая вот, ну, стандартная томиевские смывки. Все они на white spirit. Ну, я уже сказал, что можно это делать и на бензине. Вот, сейчас вот мы заодно попробуем, ну, это разбавитель для пигментов смыв от компании CAF Models. Мы попробуем стереть ею излишки. Сейчас чуть-чуть вот просохнет. Вот. Ну, у нас здесь, ну вот смотрите, вот буквально покрывали, ну сколько, ну, наверное, минут 5 назад покрывали мы. Так, ну, смотрите, у нас пока здесь подсыхает, вот мы решили все-таки еще и вот здесь вот прямо по-свежему. Я понимаю, что надо, конечно, побольше дать высохнуть, но вот мы решили вот так вот выделить расшивку и здесь. Все-таки эксперимент, он есть эксперимент. Вот таким вот образом, вот смотрите, она растекается. Очень хорошо скользит и вообще растекается вся эта смывочка по глянцевому лаку. Немножко мы тут специально чуть-чуть побольше. Вот так вот даже сделаем, ничего страшного не будет. Пускай пока он сохнет. Вот. Ну а мы вот, соответственно, сейчас используем вот такой вот, правда, разбавитель для пигментов смывок от компании CAF Models. Мы его будем использовать. Ну, мы сейчас вот уберем вот излишки мы вытираем. Вот таким вот образом. То есть расшивочка у нас как бы остается. При этом это все тоже на white spirit. Вот, и не подвержено это, естественно, истиранию. Вот. Ну, сейчас дадим немножечко просохнуть. Ну, а для начала, чтобы мы время не терять, мы сейчас попробуем все-таки вот этот вот LP23. Хотя бы мы его сейчас в тестовом режиме покрасим рядом и посмотрим, как это будет выглядеть, так сказать, в натуре. Вот. Да, здесь вот в отличие, если вы можете видеть, здесь более такой как бы мутный. Здесь вот пигментик, да, он присутствует в взвешенном состоянии, он не оседает на дно, но вот таким образом. Так.
Ну, сейчас посмотрим, он должен высохнуть, и, в принципе, он должен дать более, так сказать, матовое покрытие. Вот, видно, что как уже высыхает, немножко меняется. Вот. Ну, понятно, что это уже финишный непосредственно закрепляющий лак. Теперь мы попробуем. Вот видно, как вот он здесь, видите, вот видно, что особенно вот здесь видно, как убирается блеск. То есть перестает блестеть. Скорее всего, из этого можно добиться еще плюс добавляя слои. Ну, могу сказать одно, что в качестве, если применительно к авиационной технике, могу сказать одно, что самолеты все-таки не должны быть матовыми, это немножко заблуждение. То, что все-таки очень ровные, аккуратные, вылизанные поверхности. Поэтому все равно самолеты должны иметь такой ближе, даже не матовый, а полуматовый оттенок. Вот. Ну вот. Нам нужно еще и аэрокомпрессор включить. Думаю, что-то воздуха не хватает. Но тем не менее, вот здесь вот такое покрытие стало бы не с таким ярко выраженным блеском. Так, мы опять же, пока у нас мы вытираем, вот опять же, используя растворитель, вот я тру, хотя все это было буквально, вот, оставляются ли отпечатки пальцев, давайте проверим. Нет, отпечатки пальцев не оставляются, это хорошо. Здесь я хотел бы сделать небольшое лирическое отступление. Я хотел бы сказать по поводу глянцевого лака акрилового X22 от Tamiya. Я очень долгое время им пользовался, но я не очень аккуратен в сборке, честно скажу. Очень часто бывает хватаю пальцами. И вот эти отпечатки пальцев именно на акриловом лаке X22 всегда у меня оставались. Поэтому, если честно скажу, может быть, это будет неправильно, но поскольку у меня нет секретов от тех, кто смотрит канал, я вот сейчас в данный момент использую Mr. Color 46, это глянцевый лак, ну, от всем известной Ганзы. Растворяю его вот этим вот растворителем соответствующим, и уже последние лет 5 пользуюсь этим лаком с большим удовольствием. Но вот сейчас я вот подумываю, и, скорее всего, даже в дальнейшем буду переходить на лак от Tamiya, потому что он имеет те же свойства. Вот я уже сказал, что вот покрыл буквально 5 минут назад, вот он уже, так сказать, взялся, отпечатков он не оставляет, то есть он имеет достаточную степень кристаллизации, то есть он как бы становится более твердым. Вот, а все-таки X22 акриловый от Tamiya, он все-таки, к сожалению, он немножко такой, как крылый, что ли. Вот. Вот. Так, ну вот тут вот немножечко нам не хватило. Дольем. Так, ну попробуем мы здесь тогда немножко. Вот видно. Вот эта панель у нас покрыта матовым лаком. Это глянцевым. Давайте вот эту покроем панель. То есть видно, как блеск. Ну, конечно, он не уходит совсем. Но, тем не менее, наверное, вы можете видеть, что вот таким вот образом. Ну, вот сейчас вот мы покроем вот здесь вот, для того, чтобы это было контрастно. Специально. Вот. А вот это крыло мы не будем специально покрывать. Я думаю, что уважаемые зрители увидят, что, ну, понятно, что мы только что сделали смывку. Все это, конечно, мы сделали в торопях, в попыхах, потому что ограниченным, к сожалению, не можем мы снимать очень большие длительные видео, поэтому это будет просто очень тяжело и муторно смотреть. Но вот здесь вот четко вот видно, что вот это покрытие матовое, ну или, я бы сказал, больше даже полуматовое, вот это глянцевое. Уважаемые коллеги, чуть не забыл, специально просили попробовать, как, ну, вдруг лаки будут немножко другие по сравнению с красками. И попросили попробовать их на реакцию к, вот, ну, ко всем известному такому акриловому растворителю для красок Tamiya. Вот мы берем
ваточку, берем лаковое покрытие и пытаемся его тереть. Вот, ну, что я могу сказать одно, что покрытие, во всяком случае, держит. Хотя, используя, сейчас, вот здесь у нас лака нету, это у нас было покрыто в прошлой передаче. Ну, что я могу сказать одно, что, может быть, я вас даже, коллеги, в чем-то... Нет, хотя вот есть реакция небольшая, то есть вот здесь все-таки как бы трет. Я помню, что мы вот это вот все терли с вами прямо на той передаче. Вот. Вот здесь вот мы терли. Скорее всего, тут вопрос вот в чем. Опять же, я тестирую, использую краски, испытываю их прямо вот непосредственно с вами. Хочется сказать одно, что когда они были нанесены свежими, они очень легко стирались акриловым растворителем. Вот мы эту передачу снимали примерно 2 недели назад. Вот это все отлежало 2 недели. Вот. И вот я сейчас пытаюсь стереть акриловым растворителем. В принципе, есть небольшая реакция, но она весьма небольшая. То есть вот это базовое покрытие, которое мы использовали, краску цвета сурик, ну или подводная часть для кораблей, она как бы немножко реагирует, но совсем чуть-чуть. Вот. И вот мы специально пролили эту акриловую краску на вот глянцевый этот самый. Начинаем тереть. Да, реакция есть. Все-таки немножко вот то, что я сказал. Конечно, со временем это очень свежее покрытие, буквально которое мы использовали только что. Вот реакция есть. Поэтому все-таки желательно обязательно вот. Да, видите, вот она. То есть, видите, реакция идет. То есть, все-таки акриловая, даже, ну, краска свежая. Ну, давайте мы попробуем. Ну, здесь тоже только что покрыто буквально лаком. Совсем. Ну, давайте попробуем здесь. Ну, в принципе, да, краска, которая высыхает, она держится намного лучше. Но, конечно же, я так понимаю, что вот эта вот серия красок, она именно Тamiya самой задумана на то, чтобы по ним делать, опять же, смывки на спиритовой основе или бензиновой, именно вот своего же производителя. Ну или можно взять Уалдера, можно взять МИГ, можно взять АК Альтернатив. Если они имеют в своем составе бензин либо спирит, они не будут разъедать вот это вот лаковое покрытие. Вот. Но, как я уже говорю, что все-таки на спиртосодержащие растворители здесь реакция есть. Поэтому будьте аккуратней, внимательно смотрите, что вы делаете, последовательность нанесения слоев, что красите, что вы потом закрываете чем. Вот. Я думаю, что вы сможете найти тот именно непосредственно последовательность нанесения лакокрасочных, допустим, каких-то этапов, чтобы добиться нужного вам результата. Уважаемые коллеги, вот сегодня мы попробовали, специально решили попробовать лаки от компании Tamiya, новая серия Lacquer Paint с индексом LP. Вот мы сегодня попробовали лак глянцевый и лак матовый. Могу сказать одно, что может быть степень матовости добавить еще, у них есть специальные, ну тоже как и в акриловых красках есть так называемая матовая присадка. Вот, ну мы подули вот на черный цвет, показали, как летит краска. Летит она, в принципе, хорошо, без так называемой шагрени, что очень неплохо. Вот, мы покрыли глянцевым лаком, сделали смывочку, ну, используя продукцию CAF Models. Просто мы убрали излишки краски, вот, и покрыли все это потом уже сверху матовым лаком. И видно, что здесь матовое покрытие, ну, я бы сказал, даже все-таки немножко такое более матовое. Вот, а здесь осталось глянцевое. Ну и поскольку очень многие люди спрашивают, как относятся к акрилу, ну, краска нанесена, лак был только что. Как показала практика, все-таки краски Lacquer Paint реагируют на спиртосодержащие лаки.
Вот на этом мы нашу сегодняшнюю передачу завершим. Это был «Мир моделей». Меня зовут Павел. До новых встреч!